Завершились короткие программы мужчин. Здесь у нас сидит текущий лидер Петя. У нас один вопрос. Мы уже поняли, что Петр первый. У нас другой вопрос. Как ты это делаешь? Из чего ты состоишь? Мы вот прям с ребятами стояли, за тебя болели, и мы действительно думали, что Петя, если не железный, то из чего он состоит? Ты вообще как? Ну, сегодня я в порядке, все было довольно легко. К этому соревнованию, может не конкретно к этому, но к февралю, к марту всю подготовку построил так, чтобы вот в это время быть в лучшей форме. И пока это, в принципе, получается, и это хорошо, потому что конкуренция у нас здесь не слабее. Сейчас вся вторая разминка, по-моему, чисто откатали свои программы. В первой разминке тоже много кто показал хорошие прокаты. Поэтому я просто не мог себе позволить как-то допускать ошибки или расслабляться. Но мы правильно понимаем, что не стояло даже вопроса, будешь ли ты участвовать здесь на финале или нет. После Олимпийских игр ты приехал и продолжил готовиться. Может быть, ты хотел дать себе время отдохнуть как-то. Кто-то, вон, даже с чемпионатов мира снимается, но на финал ты поехал сюда. Перед Олимпиадой я о финале особо не задумывался, но после проката мне кто-то говорил, да, что возможен спад, будет тяжело. Но я решил, что как раз, если так и будет, то даже лучше. Нельзя себе сейчас давать расслабиться, потому что если расслабиться, еще к этому прибавится спад, то потом будет тяжело просто и в следующий сезон входить. Поэтому надо сейчас просто в это время себя перебороть и не допустить спада. В отличие от других ребят, у тебя теперь есть международный опыт, да еще какой Олимпийские игры. Что ты вынес для себя из этого турнира? Ты потренировался с ребятами из других стран на тренировках, может быть, что-то взял. Ну и, конечно, расскажи вообще сам. Я понимаю, что тебе уже надоели эти вопросы, но вот именно выводы, которые ты сделал после Олимпийских игр, потому что нам никогда не надоест это слушать. На тренировке я подметил такие интересные каскады, как четверной сальхов с четверным акселем, четверной аксель с одинарным сальто. Вот, это я подметил, но пока еще не реализовал. А так, еще раз показалось, что в спорте все возможно, что надо быть готовым, надо быть стабильным, не падать, потому что всякое может случиться, и нужно свой шанс не упускать. Еще важно уверенно все делать, хорошая подготовка, залог спокойного выступления. Если до этого я не так хорошо понимал, как себя подготовить лучше, то теперь понимаю, что если у тебя все уже давно хорошо получается, ты знаешь, что сделать, чтобы выехать, то и переживаешь меньше. Сальто — это достаточно горячая тема сейчас в мире фигурного катания. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то в восторге, кто-то говорит, что надо обратно запретить. Но вот на Олимпийских играх было много участников, которые делали этот элемент. И вот ты говоришь, что ты тоже подметил, но пока что не реализовал. А что это значит? Значит ли это, что мы, возможно, в следующих сезонах от Петра Гуменника увидим сальто? Зачем нам сальто? Лучше аксель уж четверной тогда. Да, после четверного акселя. Такую последовательность. Сначала четверной аксель, потом сальто. Ждем каскад. На тебя свалилось бремя славы. Я это заметил. Если раньше тебя очень любили в Санкт-Петербурге и болельщики в России фигурного катания, то теперь буквально каждый человек в стране знает фамилию Гуменник. Как с этими медными трубами бороться? Почувствовал ли ты уже действительно уже теперь корону на своей голове? Или есть кому сбить ее, если же вдруг появится? Насчет короны не знаю, но в целом мне очень приятно, что вот здесь, когда вышел на лед, мне сразу начали кричать: «Петя лучший, Петя давай». Сразу, приятнее выступать, когда чувствуешь, что весь зал ждет твоего выступления, что он тебя поддерживает, что ему нравится твое катание. В такой обстановке, просто гораздо приятнее выступать, и в целом находиться. Я... И в обычной жизни меня теперь где-то, бывает, узнают, даже возле дома кто-то узнал. Но мне всегда приятно там сфоткаться, дать автограф. Это звезду не поймал? Я даже не знаю, каково это. Мне кажется, Пете было просто некогда. Ему после Олимпийских игр нужно было готовиться к финалу. Но мы точно можем тебя поздравить и с текущим первым местом, с прекрасным прокатом, и с музыкой.
мы наконец-таки увидели того парфюмера, в которого ты нас всех влюбил. Вот немного расскажи нашим зрителям, насколько трудно было выходить на Олимпийские игры под другую музыку, потому что, ну, конечно же, программы совершенно выглядят по-другому, костюм, образ. Но, тем не менее, музыка на Олимпийских играх тоже тебе очень подходила. Сбивало ли это тебя? Или наоборот как-то, может быть, ты отвлекся и было легче? Ну, услышав новость, что мне нельзя будет кататься под свою музыку, я не расстроился. Знал, что у меня много других вариантов. Старые короткие у меня очень хорошие. Я их вспомнил. Но оказалось, что даже старую нельзя катать. Тогда начал искать какую-то музыку, которая бы подходила под мою нынешнюю программу. И вот это уже было непросто, но очень хорошо, что нашелся вот наш композитор Эдгар, который написал музыку под названием «Онегин», вальс 1802. Вот, я решил, что ну раз Онегин, это значит мое будет. И на тренировках сначала пытался, ну все-таки там немного другой темп, немного другие акценты. Я пытался это обыграть руками, темпом перебежек, шагов, и понял, что таким образом я не сделаю прыжки, потому что начиная с мая прошлого года я вот специально очень дотошно оттачивал каждую ногу, каждый переход. Вкатывал ритм именно Да, программы. чтобы ритмически и по кривизне дуг все было одинаково, и я одинаково улетал в прыжок. Поэтому уже на само выступление я принял решение отключиться просто от музыки и в дорожке только начать ее обыгрывать, что, в принципе, получилось, но, конечно, когда вся программа отточена, это другое дело, ее гораздо приятнее катать. А сколько вообще тренировок у тебя было, чтобы попробовать под эту музыку покататься? Потому что тренировки же короткие на Олимпиаде. И сколько одно звучание музыки всего, правильно? И это нужно еще как-то успеть. Ты, может, и в плеере ходил, слушал целыми днями, чтобы... Да, в плеере постоянно слушал ее, в голове катал сам. Ставил видео на телефоне, как я выступаю на соревновании, и параллельно включал вот эту музыку новую, чтобы отметить, где под какой акцент что будет, чтобы быть готовым уже. И на тренировках 3 раза у меня получилось откатать. Первый раз я просто прислушивался, второй раз пытался подстроиться под новую музыку, и третий уже отключился. Ну, хорошо, что успел найти правильный баланс. Италия — это одна из, наверное, столиц мировой моды, самая такая модная страна, где куча дизайнеров. И там твой костюм короткой программы вошел в топ Вога итальянского. Ты видел это, новости, вообще как к этому относишься? Да, видел, было приятно, что меня там в тройку поставили. Всегда почетно быть на пьедестале, вот, тем более в таком крутом журнале. Вот. И спасибо большое Светлане Гачинской. Она все костюмы мне шьет очень красивые, подходящие мне. Даже не только по форме и по цвету она подбирает, чтобы именно мне все подходило. Мне кажется, почти с любым костюмом я бы там смог отметиться в этом журнале. Максим, давай, наверное, отпустим. Последний вопрос задаю и отпускаем. Ну, ладно. Мне еще интересно узнать, за пределами фигурного катания, не берем вообще лед, тренировки, встречи с друзьями. Что тебе запомнилось на Олимпийских играх? Какие твои самые яркие впечатления, если не брать выступления на льду? Мне очень понравилось тренироваться. Я и так это люблю. Особенно в хорошей компании, когда все делают четверные, уже никто не нервничает, не переживает, просто спокойно, что-то даже не на результат, а больше для развлечения. Просто все в свое удовольствие катаются. Это было здорово. Ну, ты даже там помузицировал. Да, там была хорошая зона отдыха. Я там помузицировал, поиграл в аэрохоккей, в футбол, пособирал пазл, в шашки поиграл, в компьютер поиграл. В общем, первый день, когда туда приехал, у меня разбежались глаза, руки, я начал везде там бегать. И даже пришлось на второй день специально себя как-то угомонить, заставить сосредоточиться, чтобы это никак не помешало выступлению. Ты так описываешь, как будто бы детские такие эмоции, радости. Просто, В детскую комнату попал. Вау, ура, тут вкусно, тут поиграть, здорово, Олимпиада.
Спасибо, Петь, ты нас действительно впечатлил, гордость наша. Я под впечатлением сразу после произвольной программы в социальной сети оставил комментарий, он стал самый залайканный. Я написал, что ты больше не Петр Первый, ты Петр Великий. Поэтому живи теперь с этим титулом дальше, продолжай нас радовать. Удачи тебе в произвольной программе. Ну, а мы пока посмотрим интервью Николая Угожаева. Спасибо большое. Николай, мои поздравления. Очень крутой, очень дерзкий в хорошем понимании этого слова прокат. И я вижу по улыбке, что вам самому понравилось. Попробуйте найти какие-то слова, чтобы описать, каким он для вас получился. Ну и, наверное, чуточку обидно, что до сотни совсем немного не хватило. А это уже вторично. Главное, что я сам доволен прокатом, сделал свой максимум. Мне решил вернуть старую программу, мне она больше нравится, она драйвовая, мне самому очень классно ее катать. Поэтому вот такое вот решение, я считаю, оно на 100% оправдалось. И публика очень хорошо поддерживала, прям давала заряд. А мысли какие в голове крутились? Потому что было ощущение, что вы полностью вовлечены в программу, но очень расслаблены. Ну, не сказать, что расслаблен, скорее собран и вовлечен в программу. То есть я не отвлекался на внешние факторы, и это мне помогло. Есть ли ресурс, чтобы произвольную программу Конечно, до конца есть. дотерпеть физически в одном ритме? И вообще, какой бы вы план для себя поставили на произвольную программу? Чистое, хорошее катание, чтобы самому понравилось. И было много хороших впечатлений от программы. Чистого, хорошего вам катания. Спасибо. И желаем спасибо еще раз за такое классное выступление. К нам присоединилась Анна Щербакова, но прежде чем мы с ней поговорим об итогах коротких программ, мы обязательно посмотрим интервью. Влада Дикиджи. Владислав, мой друг, я рад вас видеть и поздравляю вас с очень крутым прокатом, с лучшим результатом по баллам в сезоне. Но прежде чем этот прокат обсуждать, я хотел бы вас еще поздравить с возвращением в место силы. Ведь 2 года назад именно здесь, в Челябинске, была первая медаль чемпионата России вами добыта. Вот в связи с этим есть ли какой-то приятный трепет на душе? Спасибо большое, трепет. Понятное дело, есть. Вот, это образно с этого города все и начиналось у меня тогда. И на самом деле это немножко волнительно, и я очень сильно, знаете, что больше меня накрыло, что вроде как будто это только вот вчера было, а уже как бы 2 года прошло. И я еще вот так задумался, не быстро ли время летит, ну, как бы можно как-нибудь помедленнее чуть-чуть, вот. Но это вот единственное, что меня так это закрутило, завертело. Время летит очень быстро, а тем временем из чемпионата России в Санкт-Петербурге больше 2 месяцев прошло. И, конечно, этот прокат сегодняшний мы, хочешь, не хочешь, невольно будем сравнивать с тем, потому что, уверен, вам очень хотелось за тот прокат исправиться. Насколько сегодня исправиться получилось, и вы после своей коронной фразы, после проката, обращенной к тренеру, еще показали вот так вот пальцами чуть-чуть. Что чуть-чуть чего-то не хватило, по вашему мнению? Да нет, это уже просто в привычку вошло. Ну, если сравнивать просто с чемпионатом России данные прокаты, то я убрал флип, который очень, как бы, не знаю, как-то своеобразно плохо на меня влиял. Вот, и мы специально отправились с Олегом Станиславовичем на чемпионат Санкт-Петербурга, чтобы проверить данную связку, уже не с флипом катать, а с альхом. Все там откатал, чисто за 100 перевалил, там 100, 101 где-то так. И мне, в принципе, так полегче будет. Вот, и нужно было к чемпионату, наверное, тоже прыгать с альхов, но замудрили, завертели то же самое, поэтому... Ну ничего, все, что не делать, все к лучшему, поэтому нормально, все хорошо. Еще один вопросик буквально на отвлеченную тему. Мы с вами после Олимпиады видимся впервые, и я не могу у вас не спросить. Если уж я, будучи просто знакомым для Петра Гуменника, жил, спал, ел, сидел и смотрел Олимпиаду будто на иголках, то вы, будучи его лучшим другом, братом, как вы говорите, какой спектр эмоций вы испытали и как за него болели? Меня, наверное, так никогда не трясло, как вот за прокат Пети на Олимпиаде, потому что я не представляю вообще, что человек внутри испытывает, какие вот нервы у него должны быть. Вот, и я когда смотрел, я вот тоже не мог усидеться, я вот так полежу, так постою, так побегаю вокруг кровати. Ну, понятное дело, как за себя переживаю.
даже не могу представить, что было бы, если я туда поехал. Не знаю, как это эмоционально, это мне пока что не понять, наверное. Ну, нам боязно представить, какие эмоции испытывал Петр, но я знаю, что мы испытываем, когда смотрим и ваше выступление, и Петра, и действительно счастье и наслаждение. Поэтому чистого вам проката в произвольной программе. Спасибо огромное, спасибо. Ну и мы благодарим Игоря Прудникова, который в микс-зоне берет интервью у наших ребят, и вы можете слышать и видеть их, и слушать эти вопросы, и слышать их ответы. А сейчас мы попросим дать ответы Анну Щербакову. Как тебе мужское одиночное катание сегодня? Мне кажется, что сегодняшними прокатами мужчины как будто забрали у меня всю работу, потому что можно искать нюансы, комментировать, рассуждать, когда есть какие-то ошибки, или, может быть, мы что-то не понимаем, хочется разобраться. А когда один за другим выдают просто космического уровня прокаты, это может только восхищать и радовать, потому что, ну вот если сравнивать с девочками, то когда мы их комментировали, именно там мы сказали, что, наверное, это такой старт, что все нервы остались на чемпионате России, сейчас все расслабятся и просто покажут самое лучшее свое катание. Но в итоге у девочек, наоборот, чувствовалось волнение, нерв, переживания, ошибки. А мальчики вот показали именно то, чего мы ждали. Они все как будто уже не нервничали и спокойно, с душой, с таким кайфом откатали свои программы и при этом на просто какой-то невероятной сложности. Ты присутствовала на Олимпийских играх, на трибунах сидела во время мужской одиночки произвольной, когда выигрывали, к сожалению, с треском некоторые проваливались, такое тоже случается. Но вот с высоты именно олимпийских трибун, вот ты точно можешь сказать, как Петя выглядел среди других участников и как он выглядел сегодня. Может быть, ты посмотрела сегодня на короткие программы наших других мальчиков и можешь как-то сказать, может быть, чего-то нам не хватает для того, чтобы выйти на такой хороший уровень именно вот баллов? Если говорить про Петю, то он и на самой Олимпиаде вообще не затерялся. Он был среди лучших абсолютно точно, при том, что, на мой взгляд, сегодняшний прокат был сильно выше по уровню. Ну и, конечно, музыка, программа, которая ставилась именно под эту музыку, конечно, она здесь смотрелась иначе. И плюс прокат уверенный, чистый, с каскадом 4-3, поэтому если он и там не затерялся, то, конечно, с таким прокатом, ну, просто не люблю рассуждать, в спорте не бывает если бы, да кабы. Петя откатал так, как откатал, и откатал очень хорошо, поэтому мы всем гордимся, но сегодня то, что он показал, это, конечно, уровень еще выше, чем то, что он показал в Милане. Но и про остальных мальчиков, если говорить, то все-таки и в Милане постоянно мы видели много ошибок, взлеты, падения, опять же, то сегодня очень порадовало, что наши мальчики не как мы обычно, что ой, сейчас начнется, этот упал, этот это. Сегодня все как один выходили и показывали прям высочайший уровень, при этом с контентом, который и на международном уровне редко увидишь. Мы как минимум 3 проката сегодня увидели с наисложнейшим набором, да, когда это флип, лутс и тройной аксель. И еще много других прокатов, где все равно был там и четверной лутс, старшие четверные прыжки. Чем наши мужчины лучше, чем иностранные спортсмены? В чем наше преимущество? Потому что очень много я видел каких-то высказываний по поводу того, как мы отстаем. Даже там Алексей Гудин говорил, в чем мы отстаем. А вот в чем преимущество? Все, должно же быть у нас и преимущество. Если есть белое, то должно быть и черное. Безусловно, мы все всегда говорим, что сравнивать можно только фигуристов, которые выступали на одном и том же соревновании, на одном и том же льду, в одних и тех же условиях и с одним и тем же судейством, потому что очень сложно, конечно, сравнивать, когда это настолько отдельно, и мне кажется, что как раз-таки вот когда этот момент случится, и когда мы сможем не рассуждать гипотетически, что будет, а увидеть, как оно есть в реальности, я уверена, что наши ребята и девочки, и мальчики будут очень заряжены. Они здесь не сидели сложа руки, все это время не просто ждали, а очень много работали, прогрессировали. У нас развивается с каждым годом только больше наш прекрасный вид спорта, за что спасибо и Первому каналу, и Федерации фигурного катания, которые столько сил в это вкладывают. Поэтому я уверена, что наши ребята выйдут очень замотивированными и заряженными. Мне кажется, что наша сила как раз в том, что у нас очень высокая конкуренция внутри страны, и в других странах, если есть один там самородок какой-то фигурист, даже взять Илью Малинина, у него внутри, на внутренней арене никто не подпирает сзади, а у нас ты отступился и все.
уже не на троне. Мало того, что у нас очень высокая конкуренция внутри страны, так ребята еще друг за друга так стоят, они друг друга братьями называют на протяжении многих лет, они выходят на турниры, у кого-то получается, у кого-то нет, и несмотря ни на что, они действительно очень так по-дружески между собой именно соревнуются, то есть это не турнир, это не бойня, а вот именно такое дружеское соревнование, за которым очень приятно наблюдать как зрителю. Я с тобой согласен полностью. И Аня тоже свои медали добывала в невероятной конкуренции с нашими тоже супер девчонками. И это тоже было непросто. Они двигали друг друга, толкали друг друга. Поэтому я думаю, что тут спорить бесполезно. И просто хочется, наверное, подвести итог, что пусть и завтра тоже все у всех получится. Мы обязательно будем с Женей освещать фигурное катание. Аня тоже будет нам помогать и комментировать. Оставайтесь на Первом канале, смотрите фигурное катание. Завтра у нас парное катание, которое я буду комментировать, и танцы на льду. Так что увидимся завтра.